Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как подружить вот эти вот энкодеры, крутилочки на устройстве АК MPD-218 с программой Reaper, для того, чтобы мы могли с помощью вот этих вот крутилочек, энкодеров, управлять параметрами плагинов или же просто громкостью или панорамой. По умолчанию, если мы подключили наш MPD-218, он у нас определился, и все у нас работает. Все, я имею в виду, что у нас определилось как MIDI-устройство, наши пэды, да, при нажатии работают, то сами вот эти вот энкодеры, крутилки, они работают неадекватно. То есть у нас какая история получается? У нас получается что-то вроде вот такого, да, куда бы мы ни крутили, как-то оно там скачет, в общем, то есть вроде бы как оно реагирует, но работает крайне неадекватно. Что нам нужно сделать, чтобы это все работало нормально? Так, кот, уйди. Нам нужно запустить приложение, вот это вот MPD 218 Editor. Я уже не помню, оно то ли вместе со всем ПО к самой железке было, либо я его отдельно скачивал, но, в общем, в интернетах оно есть. И здесь мы видим вот как раз наши энкодеры. Да, то есть у нас здесь дублируется наше устройство. Вот наши пэды, наши энкодеры. Энкодеров здесь 18, так как у нас 3 банка есть. Да, 3 банка по 6 ручек. Допустим, вот у нас банк А. И мы выбираем ручку. И здесь вот значение type нам нужно поставить InkDeck2. Ставим InkDeck2, ну и так можно на каждой ручке это все проставить, да, чтобы это все адекватно работало у нас. Далее, когда мы уже все проставили, нажимаем «Файл», «Send to Hardware» и отправляем это на какой-либо слот программный. Ну, я думаю, здесь вы уже все знаете, да, если у вас есть это устройство, вы, наверное, в этом разобрались. А, Так, вкратце, да, слоты у нас выбираются нажатием вот этой вот кнопки Proc Select. Мы ее зажимаем и нажимаем на Pad. То есть Pad1 это программа 1, слот 1, Pad2 это слот 2, ну и так далее. Вот. Отправили, допустим, вот у меня сейчас выбран слот 1, отправляем на слот 1, нажали Send, у нас будет сообщение о том, что все окей, все отправилось. Если вдруг вылезло сообщение с ошибкой, о том, что почему-то не получилось отправить, это значит, что у вас либо открыта давка, либо открыты какие-то там десктопные плагины, которые занимают само устройство. В общем, их надо все позакрывать, открыть заново, перезапустить вот это вот приложение MPD-12, настроить все и отправить. После того, как у нас все отправилось, мы заходим в нашу давку. Допустим, вот у нас есть на дорожке такой вот плагин замечательный, и мы хотим вот, чтобы у нас эта ручка была вот на этой крутилке, да, и работала она адекватно. Ага. Мы уже все настроили, да, что у нас InkDeck 2 стоит на этой ручке, и теперь, когда мы назначаем через Learn параметр, да, вот у нас открывается, мы здесь потрогали нашу ручку, у нас она определилась как CC14, и вот здесь вот CC-мод мы выставляем релатив 1. Выставили релатив 1, нажали ОК, и теперь наша крутилочка, вот она идет с минимальным шагом, все отлично работает, можно ей пользоваться, уже настраивать все. Все работает как надо в одну и в другую сторону. Вот. Главное, следите, чтобы не получилось так, что вы настраивали там в приложении MPD Editor, да, вы, допустим, настраивали крутилку на банке а потом, не знаю, там случайно в моменте переключились на банк Б и назначали здесь уже, будучи в банке Б какую-то ручку, естественно, она определится там не 14 номером, а 20, то ничего работать не будет. Вот. Какой еще момент? Сейчас я ее переназначу обратно. Точнее, не переназначить, мне надо просто на банк перейти. Так, какой еще момент? Здесь у нас стоит галочка, по умолчанию она вроде как обычно стоит, enable only when
track or item is selected. Это значит, что ваша ручка будет работать только в том случае, если выбран тот трек, на котором плагин, к которому вы эту крутилочку назначали. Да? То есть вот у нас сейчас выбран этот... Так, что я там не так нажал? Выбран, она крутится. Если мы выбираем другой трек, независимо от того, что у нас окно с плагином здесь открыто, она не крутится. Нажали обратно, она крутится. Да, можно просто снять эту галочку, и тогда она у нас будет крутиться в любом случае, независимо от того, какой трек у нас сейчас выбран. Ну, тут все зависит от ваших задач, как вам нужно и как вам удобнее будет. В общем, все. Это то, что касается именно вот такая MPD 218. Ну, наверное, вся линейка Akai будет настраиваться по такому же принципу. Вот. В другом видео расскажу, как настроить эти же энкодеры на Complete Control A61 на MIDI-клавиатуре, потому что там процесс немного другой, и релатив надо другой выбирать. Ну, в общем, чуть-чуть по-иному. Об этом я расскажу в другом видео. Если было полезно, очень рад. Поставьте лайк, напишите комментарии, можете задавать вопросы. Я с удовольствием на них отвечу.